Всем привет, с вами Егор Еремеев и компания SMAPS. И сегодня я нахожусь в одном из самых престижных районов Лондона, South Kensington. И сегодня мы с вами смотрим школу MPW, где учатся около 600 человек. MPW – это один из ведущих колледжей Великобритании для учеников средней и старшей школы. Здесь можно обучаться на программе GCSE и A-Level. Для того, чтобы более детально познакомиться с программами и самим колледжем, вы можете перейти по ссылочке в описании к данному ролику, там будет вся подробная информация. Также на сайте есть возможность задать интересующие вас вопросы консультанту в онлайн-чате. MPW – это прекрасная альтернатива традиционным британским школам. Здесь стремятся вдохновлять и мотивировать студентов на воплощение их академических стремлений в реальность. Если говорить об истории учебного заведения, то открыт он был около 50 лет назад выпускниками Кембриджского университета. И в настоящее время корпуса колледжа находятся в Лондоне, Бирмингеме и Кембридже, городах с выдающейся репутацией в сфере образования. MPW находится на границе районов Южного Кенсингтона и Челси. Челси известен как район состоятельных горожан. Здесь множество роскошных магазинов и дорогих ресторанов. И, конечно, здесь есть популярные культурные места, как, например, театр Royal Court на Sloane Square или галерея современного искусства Saatchi на Duke of York Square. И если вы решите прогуляться пешком по Fulham Road, то за 15 минут вы дойдете до Стэмфорд-Бридж, стадиона футбольного клуба Челси. Неподалеку от MPW проходит знаменитая шумная улица Кингс-Роуд, дорога королей. Здесь находятся магазины среднего класса, элитные бутики, множество пабов и ресторанов. Южный Кенсингтон – один из самых престижных элитных районов Лондона со знаменитыми культурно-просветительскими учреждениями. Здесь находится музей Виктории и Альберта, где представлены произведения живописи, скульптуры и дизайна. Здесь находится Альберт Холл, концертный зал викторианской эпохи, музей естествознания, где хранятся коллекции окаменелостей и драгоценных камней. Если вы пойдете от школы дальше, минуя Альберт Холл, то вы попадете в Кенсингтонские сады, обширный парк с Кенсингтонским дворцом и площадкой памяти принцессы Дианы. Хочу показать вам небольшой класс. Это класс для изучения языков. И сразу же на стене показано, какие языки вы можете здесь изучать. Это итальянский, французский, немецкий, русский, испанский и китайский. Сам класс небольшой, и я сразу же спросил и узнал насчет количества студентов в группе, и здесь, как правило, количество студентов не превышает 10 человек. Система в этой школе, ты можешь выбирать что угодно, любые предметы. Так что студенты, которым 14-15 лет, они приходят в эту школу, делают GCSEs. Обычно ты выбираешь от 6 до 8 предметов, выбираешь что угодно, но обычно рекомендуют взять математику, английский язык. Но если ты это не хочешь, ты не должен это выбирать. Но преподаватели, правда, в этой школе очень помогают. Тут есть у нас система Director of Studies. Это преподаватель, который тебе помогает со всем. С учебой, к университету, подготовка. Даже если что-то в жизни случилось, ты идешь к этому преподавателю, и они тебе помогут. И мне это тоже очень помогло, потому что я переехала из Португалии в совсем другую страну, в Англию. Так что это совсем было просто супер. Я выбрала 5 университетов. Можно назвать какие? SOAS, City я подала 2 раза, King's и LSE. Выбор был, в сентябре начинаешь писать personal statement, и учителя помогают с этим, а потом результаты примерно приходят до февраля. И у меня, кстати, было очень интересно, потому что мой первый choice был LSE. К сожалению, я не попала, им не понравился мой personal statement. Но потом остальные меня приняли, но следующий мой выбор был King's. И я очень хотела туда поступить, там бизнес-школа очень крутая. И за один день до окончания приемов результатов они меня взяли. Так что это был огромный стресс, потому что на следующий день, если ты не получаешь уже письмо от них, значит, тебя не взяли. Но район South Kensington, я могу сказать, это один из моих любимых районов. Я уже закончила школу, но все равно сюда приезжаю очень много. Здесь тоже работаю теперь, конечно. Но есть здесь и парки, гайд-парк прямо за углом у нас.
Тоже разные кафешки, ну, в библиотеку тоже иногда можно ходить, поучиться. Разные спорты можно делать здесь, так что школа дает любой спорт, ну, можешь выбирать. А ты занималась чем-то? Да, я начала теннис, но потом мне не очень как-то понравился, но хотя я сделала целый год теннис, играла, и довольно-таки хорошо играла вообще-то. Ребята, буквально 5 минут пешком, и я нахожусь у National History Museum. Открою вам маленькую тайну. Когда-то, 15 лет назад, когда я только приехал в Англию, в Лондон, я оставался и жил здесь, недалеко на King's Road в резиденции. Челси и Саут Кенсингтон, здесь Найтсбридж, это, пожалуй, одни из любимых моих районов во всем Лондоне, во всей Англии. Очень классное место, музеи, National History Museum, National Science Museum. Здесь Imperial College, один из престижнейших университетов мира. Кстати, один из моих любимых университетов, если вы планируете поступать куда-то, да, это один из моих любимых вузов. Вы просто выходите из школы, кафе, рестораны, вот все, что себе можно представить, все здесь есть. Очень приятный, очень комфортный район. Ну и, конечно, быть рядом с National History Museum и не заглянуть сюда я просто не могу себе этого позволить, потому что этот музей один из моих любимых во всем Лондоне. Я каждый раз, когда нахожусь в этом музее, испытываю какие-то невероятные ощущения. Мне очень нравится и просто восторг постоянно. We have students who come from the international community who come here and do stunningly well. We have very small class sizes here. Our maximum class size here is 9. In sciences, our maximum class size is 8 because our labs are designed for 8. I think we have a very adult approach to education here. So we treat all of our students as young adults. Therefore, we have no uniform. They talk to us all on first name terms. So my students call me John. Сейчас я вошел в холл резиденции MPW, которая находится в 3 минутах от непосредственно самой школы. По проекту здесь запланировано открыть комнаты на 75 человек. Здесь будет и столовая, и здесь будет залы, открытые пространства для студентов. So we try and engender this sort of university feel. And I think if you've been around the building, hopefully you're getting the feel that it's more like a transition from sixth form to university in that regard. All of my staff are very highly qualified. So a third of my staff have got PhDs. The majority have got master's degrees. So they're all very, very highly qualified. They're also, almost every single one of them, I think at the moment, I'm almost safe to say that every one of them works for the exam bodies. So they work for either OCR or AQA or Edexcel Pearson or WJC or CIE. So they are examiners for those organisations, and a couple of them are in very senior positions in those exam boards. Yeah, I mean, we have 47 subjects at A level and 27 subjects at GCSE. And students have an absolute free choice of choosing whatever combination they want. So I have some students who are doing, for example, 3 creative arts, because they are absolutely intent that their future career is in the creative arts.
They want to go to the University of Arts London, and we have a very close relationship with the University of Arts London. So, I had a student a couple of years ago who did French, Spanish, and Italian, got 3 A stars, and then went to the Milan Film School. In London, we've got King's, we've got LSE, Imperial, absolutely amazing, world-class sort of universities. But also, we've got Bristol, Bath, Exeter. Imperial is literally 150 yards away. And we do work with Imperial, we use their classrooms sometimes. Блин, ребята, здесь сами музеи, это просто что-то с чем-то. Посмотрите, эти здания, это, блин, просто что-то невероятное, монументальное, просто бомба такая. Я готов здесь гулять, мне кажется, вечно. Посмотреть на это все, посмотрите. Вот именно из-за этого всего я просто обожаю Саутгемптон, Челси. Видеть все это каждый день у вас практически на пороге дома. Блин, ну это круто. Я только что вышел из музея истории, и сразу же, если вы находитесь здесь сразу же посетите музей науки, Science Museum. Здесь и о планетах вы можете многое узнать, и о землетрясениях, и природные явления. В общем, очень-очень интересно. Про космос здесь вы можете многое узнать. И музей Виктории и Альберта. Вот это здание красивое, викторианское. Еще один музей. Все здесь в одном месте. И я вам рекомендую, если вы собрались посмотреть эти музеи, бросать больше, чем один день на все это, потому что они большие, здесь очень много всего интересного. Вы будете делать огромное количество фотографий, минимум 2 дня. За один день, несмотря на то, что они находятся в одном месте, они большие, за один день все обойти, ну, блин, это прям нужно бежать. Я, кстати, уверен, что многие, кто будут смотреть это видео, знают Лондон. Но если вдруг вы здесь не были, если вы хотите, к примеру, уехать на Трафалгар-сквер, увидеть Биг Бен, вы просто прыгаете в такси, полчаса, и вы там. Либо автобусы, здесь ходят прямые автобусы, также 20-30 минут, и у вас перед вами Пикадилли, Трафальгарская площадь, Ковент-Гарден, Биг Бен, Бакингем Пэлас. Харатс, друзья, и отличное время прийти сюда вечером. Вот сейчас 4 часа, и только что включили подсветку. У нас выпуск про MPW, Челси, Найтсбридж подходит к концу. Если у вас остаются вопросы, пишите в комментариях. Заходите к нам на сайт www.smaps.ru. Там есть онлайн-чат, онлайн-консультант. И вы всегда можете задать любые интересующие вас вопросы.